Чоф ты чоф, с вами Толкачев, и сегодня будем готовить вкусный и очень полезный гарнир, а именно баклажаны, запеченные в духовке под овощами и сыром. Погнали! Из ингредиентов нам понадобится 1 баклажан, 2 помидора, сметана, яйцо, пару зубчиков чеснока, сыр, зелень. Приступаем разделывать баклажан. Обрезаем хвостик, разрезаем его пополам. Дальше будем нарезать вдоль тонкими ломтиками. Толщина ломтиков не должна превышать 1-2 см. Если будет больше, есть вероятность, что баклажан не пропекется и будет сырым. Так что это самый оптимальный размер. В водичку добавляем 1 столовую ложку соли. Выкладываем сюда баклажаны. Будем вымачивать их в течение 10-15 минут. Избавиться от лишней горечи. Пока у нас есть 15 минут времени, приступим готовить начинку. Нарезаем помидоры ломтиками толщиной 1 см. Сыр на крупную терку. Укроп мелко нарезаем. Делим его на 2 половины. Одна нам понадобится в заправку, вторая к подаче блюда. Готовим заправку: 2 столовые ложки сметаны. Добавляем сюда 1 яйцо. Если у вас не жирная сметана, можно добавить 1 столовую ложку муки, 2 зубчика чеснока, зелень. Все перемешиваем. Растапливаем кусочек сливочного масла, отправляем жарить баклажаны в течение 3-4 минут до золотистой корочки. В противень застилаем пергаментную бумагу и выкладываем обжаренные баклажаны. Посолив, поперчив баклажаны, выкладываем наверх ломтики помидоров. Поверху помидоров поливаем заправкой. Только посмотрите, какая получилась красота. Остался последний штрих. Сверху выкладываем натертый сыр. Духовку разогреваем до 180 градусов и отправляем туда баклажаны на 15-20 минут. Баклажаны готовы. Выглядит это очень аппетитно, а запах какой стоит, вам просто не передать словами. Подаем это блюдо обязательно с зеленью. Очень вкусный, а самое главное, полезный рецепт приготовления баклажанов. Если тебе понравилось это видео и был полезен мой рецепт, обязательно поддержи меня лайком. Увидимся в следующем видео. Всем пока!